Привет, YouTube, и это новый выпуск рубрики «NeoBusiness», где я рассказываю реальные истории моих подписчиков, которые лично столкнулись с обманом и мошенничеством. И, друзья, я знаю, что очень многие сейчас ждали выпуск про Тайган, но мы решили отложить его, так как одной из тем этого видео является праздничный обман с билетами на новогодние мероприятия. И я не хочу, чтобы вы попались на эту же удочку, поэтому приняла решение выпустить этот ролик как можно скорее. Также в этом видео я расскажу вам про инстаграм-блогера, на которую вы мне коллективно жаловались, за развод на деньги. Ну и история со швейцарскими линзами с доставкой прямиком из Китая. И не забывайте, что ваша история тоже может попасть в следующее видео. Достаточно написать в мой телеграм-бот, вот сюда, и обязательно присылайте фото и видео доказательства, чтобы все было честно. Ну а если вам нравятся такие видео и вы хотите, чтобы я снимала еще, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим роликом с друзьями. Ну а мы не будем затягивать и поехали! К сожалению, в новогодние праздники не обошлось без новогоднего NeoBusiness. Мои подписчики обратили внимание на то, как некоторые сайты нагло накручивают цены на праздничные представления. Те самые спектакли, постановки для всей семьи. Толкают билеты раз в 5 дороже, чем на официальных ресурсах. При этом билетов полно. И так как наши съемки этих выпусков занимают большое количество времени, то, к сожалению, я могу вам в качестве примера показать только декабрьские представления. Но если вы берете билеты на ближайшие даты, то эта информация вам будет очень полезной. И вот, пожалуйста, пример. Новогодняя елка в Крокусе. На официальном сайте Крокуса на 27 декабря на 15 часов были следующие цены. Бюджетный вариант, балкон, цена вопроса 295 рублей. Обратите внимание, ряд 17, место 56. Заходим на другой сайт под названием v7raduga.ru, ищем то же самое представление и тот же ряд. 17, место 56 на балконе. Цена вроде та же, только пишут, что проходит специальная акция. Скидка сегодняшнего дня 50%. Не упустите шанс купить. Ну да ладно, это всего лишь чудеса маркетинга. Окей, здесь цены не накручивали. Но мы идем дальше и смотрим на других сайтах. И вот знаете, ребята, там не все так радужно. Я бы сказала, полный беспредел и обдираловка. Под той же датой и временем на неком сайте crocuscityhall.me это же место, внимание, продавалось за 1250 рублей. И, кстати, этот сайт стоит на первом месте по запросу Гугла. В то время как официальный сайт Крокуса только на третьем. И знаете, нехило так накрутили цену аж в 4 раза. И заметьте, это не перекупщики, которые, например, купили какие-то вкусные места пораньше, чтобы потом продать их подороже. Перед самим, например, концертом. Нет, это просто сайт, через который вы покупаете те же самые билеты, которые есть в наличии. Просто вам не повезло, и вы случайно зашли не на официальный ресурс, а на первый, удобно выпавший в поиске. И, кстати, даже моя подруга попалась на такую же схему. Купила билет на шоу вроде как за 5000, хотя реальная цена была 2500 рублей. И да, по такой же схеме работают и другие сайты. Оцените степень наглости. Например, сайт всеелки.ру. Дата 27 декабря, 3 часа дня. Тот же балкон, ряд, цена 1095 рублей. На сайте ticketmix.ru цена за место на балконе начинается с 1200 рублей. На сайте biletservice.ru самые дешевые билеты стоят от 1500 рублей. Но это еще ничего, ведь сайт елкимосква.ру, тот самый билет, который стоил 295 рублей, они продают за 1700 рублей. Пожалуйста. Да-да, вы правы, разница чуть ли не в 6 раз. И вот представьте себе, как будет испорчено новогоднее настроение, окажись вы на этом концерте и узнав о том, что вот так сильно переплатили. Но это были дешевые билеты. Давайте посмотрим билеты подороже. Официальный сайт, первый ряд, VIP-партер. Цена 10 800 рублей. А вот crocuscityhall.me продает мне то же самое за 15 000 рублей. А теперь самый VIP, премиум-партер, трехместный диван. Цена билета на официальном сайте 31 590 рублей. И этот же билет другие сайты продают один дороже другого. За 31 100 рублей, за 37 590 рублей, за 40 600 рублей и, наконец, за 41 050 рублей. И такая ситуация не только с этим конкретным концертом, но и с многими другими спектаклями и выступлениями, которые проходят в новогодние праздники. Вот, например, на спектакль «Буратино» одинаковые билеты продавали и за 500 рублей, и за 1450 рублей. Не знаю, как это работает, но я думаю, очень выгодно. К сожалению, какой спектакль не возьми, я всегда находила билеты подороже. Наткнуться в поиске на эти сайты не представляет большого труда. В основном они находятся на первой странице, хорошо оформлены и имеют очень удобный интерфейс. Но помимо того, что вы переплатите за билет, вы не всегда сможете его вернуть. Такой продавец очень часто отказывается
составлять возврат, несмотря на нарушение закона. На основании российского законодательства, а именно статьи 32 Закона о защите прав потребителей, зритель может вернуть билет до начала концерта и потребовать возврата его стоимости. Ну, что говорить уж за липовый билет. Бывает так, что сайт продает вообще фальшивки, и с ними вы, к сожалению, никуда и не попадете. И, ребята, если вы планируете брать билет на концерт, неважно, будет это новогоднее шоу или что-то другое, обязательно найдите официальный сайт и проверьте цены. Найти официальный сайт продаж обычно можно прямо на афише концерта. Это займет немного времени, но зато вы сохраните свои деньги. Ну а сейчас я очень прошу вас поделиться этой информацией с друзьями и близкими. Давайте делать добрые дела вместе, чтобы никто не попадался на такой вот развод. Далее история об инстаграм-блогере. Мне всегда не просто судить блогеров, потому что зачастую блогеры ненамеренно обманывают подписчиков. Случаются разные ошибки в рекламе, в собственных проектах. Но конкретно на этого блогера мне прислали аж 3 истории. Не говоря уже о том, сколько человек пожаловалось в телеграм-бот. И речь идет об инстаграм-блогере Екатерине. Ник К. Ромашек. 137 тысяч подписчиков в профиле, красивые фотографии и целая куча другой деятельности. Так, Екатерина является создателем сообщества ВКонтакте, которое называется Инста-новости, и канала в Телеграм со ставками и услугой раскрутка счета через букмекерские конторы. А еще Екатерина откровенно ответила на претензии со стороны подписчиков. Прямо можно процитировать: «Быть мошенницей – это мое хобби и огромный заработок. Я горжусь этим, ведь не каждый имеет данные для дел, которые я проворачиваю». Не знаю, шутка это или нет, но обманутым подписчикам вообще не до смеха. И вот почему. Совсем недавно Катерина выставила сообщение, что продает свою группу в ВКонтакте под названием Инста-новости. Тогда подписчица написала ей, и они договорились о покупке группы. И предложение действительно было очень интересным. Екатерина продавала свою группу всего за 10 тысяч рублей. И открыто писала о том, что группа окупится очень быстро. Ведь в месяц в эту группу приходит более 20 заказов на рекламу по 500 рублей каждая. И знаете, прямо очень щедрое предложение от продавца. Тем более Екатерина предложила подстраховаться и воспользоваться гарантом. Как-то раз, листая ленту ВК, я наткнулась на объявление о продаже группы. Это была группа Инста-новости. Решила не париться и просто купить. Тем более девушка предлагала сделать все через гарант. Гарант — это такой посредник между продавцом и покупателем. Грубо говоря, вот есть группа ВК, продавец списывается с гарантом, тот, кто покупает, скидывает деньги гаранту, продавец передает продукт в пользование, и только тогда гарант переводит деньги продавцу. И интересный факт, гаранта порекомендовала сама блогер. Подписчица спрашивает у нее: «Ты уверена в этом сайте?» Никаких отзывов нет. «Да, конечно, бывший через него канал в Телеграм покупал», отвечает блогер, и подписчица ей верит. И, кстати, если кто-то захочет воспользоваться этим гарантом, смею вас расстроить, его сайт уже не активен, и там висит вот такой вот серый экран и больше ничего. Скинула деньги этому гаранту, а в итоге она начала меня морозить очень много дней, что, мол, да, скоро деньги с гаранта упадут. Но деньги так и не пришли. Гарант написал, что у них возникли технические ошибки. Катерина смело утверждала, что гарант надежный. Рекомендовала подождать, мол, там какие-то технические задержки. Но лично она ждать не будет и продаст эту группу уже кому-нибудь другому и подороже. Такой, знаете, отличный ход. В итоге деньги гарант ей не скинула, она написала, что она хочет другим людям продать эту группу. Так как я верила в этот гарант, верила просто в то, что действительно какие-то неполадки и задержки, я ей предложила скинуть еще раз сумму, но уже на ее личный счет, чтобы она непосредственно мне передала эту группу, а деньги с гаранта потом якобы мне вернутся. В итоге я скидываю ей на личный счет уже деньги, и получается так, что она просто начинает меня игнорировать. В итоге я оказываюсь в черном списке в этом сообществе, и она меня игнорирует. Таким образом, потратив более 20 тысяч рублей, кучу времени на переписку и нервы, девушка так ничего и не получила. И неизвестно абсолютно, сотрудничала Екатерина с фейковым гарантом или нет, но если это так, то это просто такой, знаете, фееричный развод. Но историй об этом блогере множество. Недавно Катерина через Инстаграм продавала наушники. Подписчица поверила ей, перевела предоплату в размере 3000 рублей, после чего Екатерина перестала выходить на связь. Удобно, что скажешь. Но, ребята, все это еще цветочки, ведь массовые и дорогие разводы проходят в Телеграме. И называется этот канал «Раскрутка счета». Здравствуйте, мы решили рассказать о раскрутке у блогера Ромашек. Мы тоже на нее повелись и потеряли на этом около 15 тысяч. Взять раскрутку. У Екатерины, она только начала тогда заниматься, у нее было много отзывов от реальных людей. То есть мы им писали, спрашивали, все говорили, что да, все ок, она не обманывает, все нормально. Сначала она просто создавала свой платный канал со ставками. Мы решили туда зайти, вход стоил где-то 2700 рублей. Меня зовут Дарья, я одна из тех, кто попался на
на уловки Екатерины при раскрутке счета. Первые 2 раза было все хорошо, она деньги мне вернула, а остальные разы, то есть вот 3-й раз я получила ничего. Суть такова. Клиент отправляет деньги, и через несколько недель с помощью букмекерских контор или другой магии ваши 5000 рублей волшебным образом превращаются в 10. И чтобы вы поверили, что схема работает, с первой ставки деньги вам обязательно вернут. Ну, не факт, конечно, но в большинстве случаев возвращают. Возможно, даже приумножат. А потом, когда вы расслабитесь и скиньте сумму побольше, организатор исчезнет, либо придет к вам с новой новостью. К вам на почту может прийти письмо по типу: деньги раскрутили, но чтобы их получить, нужно оплатить комиссию. Скиньте, пожалуйста, энную сумму. Например, по словам подписчиков, Екатерина просила с них комиссию около 2700 рублей, а потом исчезала. Мы должны были ей скинуть сумму денег от 5000 рублей, и она через 2 недели гарантированно возвращает сумму в 2 раза больше. Мы ждали 3 недели, но через 20 дней она перевела нам обратно 10 тысяч. Мы поверили, типа, ну все ок, человек не обманул. Перевели ей в 3-й раз 10 тысяч, и с этого момента как раз и начались все проблемы. Катя абсолютно перестала выходить на связь. Начали находить других пострадавших и создали чат ВКонтакте, беседу, где были другие пострадавшие девочки. И всех этих девочек Катя кинула на деньги, она им просто не отвечала. Мы нашли уже на тот момент около 50, даже 70, наверное, пострадавших и создали канал в Телеграме, куда добавили Катю. Сначала мы вообще не надеялись на ответ, она вообще даже не читала, не отвечала. Потом она вышла на связь в этом же канале в Телеграме, куда мы добавили ее. Она перед всеми извинилась, сказала, что вот, да, извините, вышла неудобная ситуация, я верну вам всем деньги. Она сказала, что деньги ушли не в то русло, деньги вообще не уходили на раскрутку, они пошли на альбом какому-то неизвестному исполнителю. Неизвестный исполнитель — это ее друг. Она вообще не является продюсером альбома, и, в общем, там много сложностей. Мы начали это все ей предъявлять. Она начала уже беситься, разговаривать в агрессивной форме со всеми нами. Она просто послала всех нахер и вышла из беседы. Альбом другу. Это самое удивительное оправдание, которое почему-то не работает. Многие писали заявление в полицию, но это не дало никаких результатов. Зато Екатерина в своих постах пишет о том, что начала зарабатывать немыслимые бабки и не упускает возможности ответить недоброжелателям, мол, раскрутка счета – это проверенная фишка. Она сама анализирует прогнозы, в отличие от Литвина, Эдварда и других блогеров, и посвятила этому не 1 год своей жизни. Кстати, насчет других блогеров. В мошенничестве с раскруткой счета засветилось множество инстаграм-блогеров. Ребята берут деньги и якобы раскручивают их с помощью букмекерских контор. И да, кто-то просто не обращает внимания, что рекламируют, а кто-то так или иначе участвует в этом нейбизнесе. Блогер Верона, например, была замечена в том, что рекламирует в своем телеграм-канале ссылки на капер-мошенников. В чем-то подобном также был замечен Эдвард Билл. Ну и уже упомянутый Михаил Литвин. Ну, что тут скажешь, ребята? Во-первых, мы очень сильно верим блогерам, и некоторые блогеры не очень дорожат своей репутацией. Не развиваются в блогинге, а просто собирают деньги здесь и сейчас на волне популярности. Это, мягко говоря, очень грустно. Я вам советую очень сильно фильтровать все услуги и товары, которые продает блогер. Во-вторых, связываться с букмекерскими конторами, да и еще и через кого-то, и надеяться на честность, ну, давайте объективно, это провал с самого начала. Да, возможно, ваши деньги и раскручиваются, но с большой долей вероятности выплаты одним людям идут за счет денег других. Деньги собираются в карман организаторам, улетают в трубу и до свидания. Это рискованный и не самый честный способ заработка. Вы должны это понимать. В целом, я не одобряю такую деятельность и вам советую воздержаться от легких денег. Снова в ваших письмах инстаграм-шоурумы с китайскими товарами задорого. И на этот раз речь пойдет не о вещах, а о магазине контактных линз. И вот в какую историю попала моя подписчица. В апреле этого года на мой инстаграм подписался инстаграм-магазин контактных линз. Пролистав их профиль, я поняла, что они доставляют по всему миру, что у них линзы премиум качества швейцарского производства. Также у них были цены немного ниже, чем у остальных. Проводились различные розыгрыши, в одном из которых я и приняла участие. Вот и сам магазин линз в инстаграме. Активный профиль. Тут и скидки, и розыгрыши, и отзывы с красивыми фотографиями, и даже 18 тысяч подписчиков. А главное, пишут швейцарские линзы. Как говорится, чтобы сделать скидку на 20%, сперва нужно поднять ценник на 500%. Ну что, поверили в швейцарское качество? Вот моя подписчица тоже поверила. А после того, как выиграла с помощью репоста сертификата 500 рублей, решила наконец-то заказать линзы. В итоге 2 июля я написала менеджеру, что хочу заказать линзы, выбрала определенную модель, она попросила меня скинуть мой адрес, также скинула реквизиты, куда нужно было доплатить 500 рублей, так как линзы стоили 1000. И начинается такая история о том, что мне не скидывают трек-номер спустя пару дней, и в дальнейшем вообще его не скидывают. То есть я пишу им постоянно о трек-номере и получаю различные оправдания. Линзы идут с другой стороны, что трек не отслеживается, что подождите, мы вам потом ответим. В одно время меня вообще заблокировали, я им об этом написала, они меня разблокировали, и также про трек-номер ничего абсолютно не ответили. Ну а дальше, когда клиентка начинает писать в
магазину, чтобы те выслали трек-номер, оказывается, что продукции даже нет в наличии. Так что ждите посылочку прямиком из Швейцарии. Ну и, конечно, на всякий случай они ее в бан поставили, ну, чтобы лишнего не писала. Свои посылки обычно я отслеживаю в приложении Почты России, поэтому все какие-то новые товары, которые прикрепляются к моему адресу и номеру телефона, добавляются туда автоматически. Спустя время мне как раз-таки добавляются 3 трек-номера новых из Китая. При том, что я из Китая абсолютно ничего не заказывала. Я совершенно ничего не понимала, почему из Китая, почему вообще меня игнорят. И в итоге стала как-то по-другому смотреть на их сайт и заметила одну баночку с китайскими иероглифами. Так как я знаю, что на Джуме можно заказать линзы, я решила начать оттуда. Какое было мое удивление, когда абсолютно все картинки с их сайта были оттуда. На все возмущения по поводу Китая, Джума девушки ничего не ответили. Ну, это и так понятно. В отметках на странице магазина девушка наткнулась на отзыв другой пострадавшей, которая также писала о том, что ее обманули. Подписчица ей написала и выяснила, что она ждет товар больше 2 месяцев. Ну, а потом выяснилось, что она также получила линзы с Джума. И вот вопрос, а сколько еще таких обманутых? Видимо, каждый первый покупатель. В итоге, примерно через 1,5-2 месяца мне пришли подарочные линзы и пришли линзы, которые я заказывала. Но они абсолютно не соответствовали картинке, которая была на сайте. И вот, пожалуйста, типичные копеечные китайские линзы, которые даже страшно вставить в глаз. Ну, мало ли что может произойти. И ладно, когда мы на свой страх и риск самостоятельно покупаем эти дешевые линзы из Китая, но здесь же нам втирают те же самые линзы за 1000 рублей и говорят, что это европейское качество. Но по сути, ребята, мы имеем дело с обыкновенным нейбизнесом, где продавцы так обнаглели, что даже не закупают товар к себе на склад, а тупо делают заказы с Джума. Ну а также они прямо врут о нахождении производства, о сроках доставки, о качестве товара. Это чистой воды мошенничество. И если вещи вы всегда можете пробить через поиск по картинке на Алике, то линзы лучше вообще не брать в таких магазинах и обращаться за ними в оптику или официальные точки. Ну потому что такая покупка может закончиться еще и проблемами со зрением. Ребята, на сегодня это все. Спасибо огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока!